Всем привет! Гончаровка – один из исторических районов Харькова, бывший когда-то слободой, то есть поселением свободных некрепостных людей, которые обычно занимались ремеслами или состояли на службе у государства. Поселок стал широко известным благодаря пьесе Григория Квитки-Основьяненко «Сватанье на Гончаровке». Гончаровка сегодня – это улица Большая Гончаровская, Малая Гончаровская, Гончаровский переулок, улица Карповская и другие. В сегодняшнем выпуске расскажу вам историю Гончаровки в Харькове, поистине интересную и хранящую в себе много тайн. Гончаровку начали заселять в конце 17 века, когда вокруг Харьковской крепости стали появляться небольшие слободы. Одной из таких была Довголевка, находившаяся между улицей Полтавский шлях и рекой Лопань. Спустя время эта местность и стала называться Гончаровкой из-за того, что здесь жило много гончаров. Популярность район получил благодаря ежегодным народным гуляниям, о которых подробно рассказывал в своей пьесе «Сватанье на Гончаровке» Григорий Квитка-Основьяненко. Вообще же первыми жителями Гончаровской слободы были казаки и казацкие подпомощники, которые после ликвидации слободских полков перешли в сословие войсковых обывателей. Постепенно население Гончаровки менялось. Здесь оседали цеховые и мещане, скупали дворовые места чиновники и дворяне, отставные военные. В начале XIX века слобода объединилась с Конторской улицей. На месте бывшей Левады появилась Средняя Гончаровская улица. В конце 1870-х годов на Средней Гончаровской улице было решено разбить бульвар, где могла бы прогуливаться богатая публика. В 1894 году Средняя Гончаровская улица была переименована в Гончаровский бульвар. Затем в 1973 году переименовали в улицу Ивана Конева. Ну а в наши дни это снова Гончаровский бульвар. В 1934 году на Гончаровке построили одноименную плотину, предназначенную для регулирования уровня воды в реках в черте города и обеспечения технической водой промышленных объектов Харькова. За счет этой плотины с 1996 по 2005 годы осуществлялось судоходство в районе Лопанской стрелки. Одной из главных улиц Гончаровки, безусловно, является Большая Гончаровская. Интересно, что в документах за 1885 и 1887 годы она значится как Богуновский переулок. Большую Гончаровскую заселяли преимущественно помещики, купцы и ремесленники. Во времена Союза улицу существенно перестроили. Например, дома номер 14 и 15 снесли, чтобы была возможность пустить троллейбусы. В одном из этих домов жила купеческая семья Седовых. Дочь Седовых, Наталья, была гражданской женой Льва Троцкого, с которым познакомились в Париже. Она также увлекалась революционными идеями. Помимо домов номер 14 и 15, в конце 1960-х годов были снесены дома номер 10 и 12 для строительства котельной для молочного комбината и бомбоубежища. В списке домовладельцев 1909 года 11-м домом владела Зимина Варвара Алексеевна, дочь поручика, а 13-м домом Кватковский Александр Александрович, дворянин. Сейчас оба дома носят один номер – 11-й. Вообще же улица Большая Гончаровская начинается от Гончаровского бульвара, который брал свое начало от Пожарной каланчи, проходя под железнодорожным мостом, соединяет исторические районы Гончаровку и Карповку.
Не могу сказать, что по улице Большая Гончаровская вы найдете много старинных домов с причудливой архитектурой, но зато она плотно связана с историей Харьковского водопровода. Здесь слева по улице располагается Карповский сад. На территории сада находились две водяные скважины, которые были проданы хозяином сада вместе с территорией. И уже в 1881 году вода из источников стала частью Харьковского водопровода. Позже улицу начали перестраивать. Сад был разделен полосой железной дороги. Сама железная дорога проходит по Большой Гончаровской по путепроводу. Сегодня мы можем наблюдать только западную часть сада, а его южная часть полностью застроена. Есть здесь на Гончаровке Карповский родник. Это второй по значимости источник воды. Располагался на земельной даче дворянского рода Квиток. Известная всем до наших дней Карповская креница еще на 1823 год называлась Креницей Квиток. Здесь также водовозы брали питьевую воду. А вот улица Малая Гончаровская – живая история Харькова. В 1659 году здесь осел миргородский полковник Степан Довгаль, отчего местность получила наименование Довгалевка. Она простиралась до Карповской креницы и Холодной горы, а к 1798 году Довгалевку в официальных бумагах изменили на Гончаровку. Здесь имелось 122 жилых двора, главным образом войсковых обывателей, незначительное число мещан и цеховых, а большая часть дворов отводилась под постой нижним чинам Харьковского полка. Пригородная слобода Гончаровка частично вошла в состав Харькова в 1804 году. Известная с 1724 года улица Бессалая стала Гончаровской, поскольку большая часть ее жителей носили тогда фамилию Гончар. На плане города Харькова она впервые появилась как улица Гончаровская в 1822 году, а в 1869 получит имя Малогончаровской. В наши дни в прилегающих кварталах на этой улице располагаются старые одноэтажные жилые дома и построенные в советские времена многоэтажки, на первых этажах которых располагаются магазины и офисы. Цирк Грике – один из самых известных сооружений Гончаровки. В начале 20 века цирки были одним из главных развлечений публики. Поэтому предприниматели всячески вкладывались в их строительство. Одним из таких был Генрих Грике, который стал успешным благодаря оранжерейному делу. Сначала он построил деревянный цирк на месте нынешней площади Национальной гвардии, а уже в 1905-1906 годах по проекту архитекторов Хрусталева, Комарницкого и Корниенко появилось новое каменное здание. Я не буду сегодня рассказывать про этот цирк, так как на канале уже есть видео про цирк Грике, да и вообще про весь Харьковский цирк. Кому интересно, ссылку на видео я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Есть здесь еще одна интересная достопримечательность – Залопанская пожарная часть. Почему-то многие ее упоминают как часть района Гончаровка, хотя эта пожарная часть в большей степени находится на территории старого исторического района Харькова Залопань. Но упомянуть ее можно. Пожарную часть, в народе именуемую как Каланча, построили в 1845 году и на сегодняшний день является архитектурным памятником местного значения и самой старой пожарной частью в Украине. В конце 19 века эта смотровая башня стала едва ли не самым главным объектом в городе. В то время Харьков преимущественно состоял из деревянных построек, и пожары становились настоящим бедствием. В этой будке сидел постовой и наблюдал за городом. В 19 веке весь Харьков был виден с Каланчи как на ладони. В 2007 году
Зданию угрожало полное разрушение. Оно начало рассыпаться на части. Столетние деревянные конструкции и арочные перемычки башни пришли в негодность, в несущих стенах были видны метровые трещины. Капитального ремонта каланча не видела со времен строительства. На ремонт пожарной каланчи все-таки выделили средства и сделали ремонт. Когда-нибудь, надеюсь, после окончания боевых действий мы обязательно прогуляемся улочками Гончаровки, посмотрим ее архитектуру и еще раз вспомним историю.